За любую, даже воображаемую царапину на теле силовика белорусы получают колоссальные сроки. А вот за увечья и даже гибель протестующих никто никакого наказания до сих пор не понес. Более того, следственные органы цинично обвиняют погибших в том, что они виноваты во всем сами. Так произошло с делом футбольного фаната Никиты Кривцова, который с 12 августа числился пропавшим без вести. 28-летнего мужчину обнаружили лишь спустя 10 дней повешенным в лесополосе под Минском. На его теле были многочисленные повреждения. Люди, которые знали Никиту и его родные, не могли поверить, что он способен на самоубийство. Против этой версии говорил и характер травм. Однако спустя 8 месяцев после трагедии Следственный комитет разразился собственной версией произошедшего. Если коротко, Кривцов переживал развод, не справился с эмоциями, пошел и повесился, а травмы нанес себе сам, когда умирал, ударившись о дерево. Отметим, что Никита принимал активное участие в августовских протестах. На акции «Молодечный» он вышел лицом к лицу к шеренге силовиков с бело-красно-белым флагом. При всем этом очевидно, что так называемое следствие даже не приняло во внимание версию мести парню за его принципиальную гражданскую позицию. О том, насколько сильно пострадала экономика страны от действий нелегитимной власти, сказано немало. Причем в упадок приходят не только на ладан дышащие госпредприятия, но и известные во всем мире промышленные гиганты. Так стало известно, что партнер БелАЗа, немецкая компания Deutz, у которой белорусский производитель закупал моторы, запросила информацию по поводу массовых нарушений прав рабочих на предприятии. О серьезности ситуации говорит тот факт, что немецкая сторона уже заявила об отсутствии текущих контрактов, и для того, чтобы заключить новые, БелАЗу придется пройти процедуру проверки надежности деловых партнеров. Данная процедура проводится с целью снижения коммерческих рисков предприятий и включает анализ деятельности компании-партнера, на основании которого делается вывод о целесообразности дальнейшего сотрудничества. Как сообщают источники завода, такие меры уже привели к положительным результатам. Обстановка меняется на глазах, прекратилось тотальное давление, а руководство промышленного гиганта решило пойти на мировую с некоторыми уволенными сотрудниками. Видимо, эта схема воздействия на слуг режима работает, и ее вполне могли бы взять на вооружение Яра, компания-партнер Беларуськалия. Конвейер политических дел по событиям августа прошлого года даже не думает сбавлять обороты. Очередной жесткий приговор получил 21-летний студент БГУ Иван Датишин за то, что бросил камень в сторону милицейского буса. Инцидент произошел ночью 11 августа на проспекте Дзержинского в Минске. Парень гулял с друзьями, когда увидел, что людей начали брутально задерживать. Участники акции протеста стали кидать камни в сторону спецтранспорта, и Иван к ним присоединился. Потерпевшими по делу выступили двое силовиков. Они рассказали, что в результате действий протестующих у одного из них был сломан зуб, а у другого палец. Примечательно, что оба так называемых пострадавших к осужденному претензий не имели. Однако этот факт не помешал судье Московского района Татьяне Пирожниковой полностью поддержать требования гособвинителя Валерия Годунова. Теперь парень, который скоро мог бы закончить вуз и найти хорошую работу, проведет долгие годы в колонии усиленного режима. Очевидно, в рядах белорусских силовиков образовалась неслабая брешь. Об этом говорят не только данные инициативы Байпола о массовых увольнениях сотрудников, но и действия руководства МВД. В университетах страны началась настойчивая агитация студентов к службе в милиции. Видимо, людей, которые добровольно хотят пойти в преступники, просто не осталось. В сеть попало обращение полковника милиции Лемешко ректору университета физической культуры. В нем указано, что в связи с некомплектом силовиков в Октябрьском районе столицы на стол милицейскому начальству нужно положить список выпускников, которые обучались за свой счет. Вероятно, у студентов-бюджетников их мнение даже не спрашивают, сразу распределяют в ряды махателей дубинками. Параллельно с этим МВД ведет в вузах активную агитацию, разбрасывая листовки с описанием роскошной жизни, которую ведет белорусская милиция. Это и зарплата в почти $500, и помощь с наймом жилья, и спортивные тренировки, и различные денежные бонусы. Вместе с тем, уже в самом тексте листовки авторы признают, что готовы брать всех, даже вчерашних школьников, которые не прошли службу в армии. Вот только маловероятно, что молодые люди, которые своими глазами видели, что творили так называемые правоохранители с мирными людьми в нашей стране, загорятся желанием примкнуть к этой не заслужившей никакого уважения профессии.
Пришло время довести дело до конца. Светлана Тихановская сделала сегодня заявление, ради которого она работала 7 месяцев. В своем обращении к белорусам она впервые назвала себя избранным лидером и объявила запуск общенационального голосования. Его цель состоит в том, чтобы собрать как можно больше голосов за мирные переговоры с теми представителями режима, которые готовы думать о будущем и принимать зрелые решения, а не затягивать кризис до полной катастрофы. По словам Светланы Тихановской, такие люди есть, и им переговоры нужны не меньше, чем нам. Это будет серия встреч на разных уровнях. Переговорные группы разных сторон смогут выработать решение, как вывести нашу страну из кризиса, не допустив новых жертв и не заключая тайных сделок. Диалог между нелегитимной властью и белорусами будет проходить при международном посредничестве ОБСЕ и ООН. Проголосовать можно на платформе «Голос», данным которой доверяет все мировое сообщество. Ссылку для голосования мы оставим в описании к этому видео. И немного о любви. Политзаключенный Святослав Герасимук вот уже несколько месяцев находится в Брестском СИЗО. Его обвиняют в участии в массовых беспорядках 10 августа. Несмотря на печальные обстоятельства, он решил сделать предложение своей возлюбленной Татьяне, с которой они вот уже 5 лет находятся в отношениях. Девушка предложение приняла, и 16 марта молодая пара сыграла свадьбу в стенах тюрьмы. По словам Татьяны, она впервые увидела Святослава в деловом стиле. Собраться на свадьбу парню помогали всей камерой. Весь процесс длился всего 10 минут, однако девушка утверждает, что именно этот день стал одним из лучших дней в ее жизни. Как говорится, время любить, не время разбрасывать бомбы. И это все на сегодня. Хотелось бы напомнить, что у наших выпусков есть английские субтитры, поэтому не забывайте делиться ими со своими друзьями, живущими за границей, чтобы о происходящем в Беларуси узнало как можно больше людей. До встречи завтра и живи Беларусь!